Все действительно новое, неестественно или даже противоестественно. Но если оно чем-то выгодно, дает какие-то преимущества, то оно прочно входит в нашу жизнь, становясь новым, привычным естеством. Приветствую. Я Александр Викторович, инженер-конструктор, инженер-технолог, фрилансер. И это видео можно назвать «От борьбы за права трудящихся до морального релятивизма, до эволюции социума и трансгуманизма». То есть хочу зацепить, возможно, с неожиданной точки зрения, сравнить все, что было описано, сказано, то есть борьба за права трудящихся, моральный релятивизм, с точки зрения биологии провести сравнение и куда это, в принципе, может привести. То есть здесь уже такая футурология некая будет. Начнем с того, что такое борьба за права трудящихся. Не обязательно даже можно смотреть шире. Борьба за права какого-то отдельного, выделенного по каким-то принципам коллектива. Не обязательно они даже друг друга знают, но стремления у них одни. Это значит, что у данного коллектива есть какие-то убеждения, какая-то мораль, не совпадающая по каким-то факторам с другими, поэтому, собственно, и борются. Поэтому здесь очень активно проявляется то, что называется моральный релятивизм. То есть принципы, согласно которым не существует абсолютных добра и зла, отрицание обязательных нравственных норм и объективного критерия нравственности. Моральный релятивизм является противоположностью морального абсолютизма. Так вот, здесь, конечно, есть спорные вещи, объективные критерии нравственности. Вы сами понимаете, что если брать кусочек истории не за 2 года, и не за 3, и не в одном избранном месте, а так по миру и по истории, то критерии нравственности, морали, они плавали очень сильно. Вот действительно очень сильно. И чаще всего для каждого какого-то подобщества определялись необходимостью выживания. Ну, как для примера, возьму такую крайнюю совершенно ситуацию. Это Полинезия людоедство. Э, Собственно, оно было там не какой-то целью, а одна из способов регуляции населения. Замкнутые острова, мореплаванием они никак не владеют. Жить хочется хорошо, чтобы на всех хватало бананов. Ну, там не бананы, по-моему, кокосы. Вот, поэтому лишних просто съедали. То есть такой вот жесткий способ регуляции населения. Если бы этого не было, то их съедали бы уже друг друга вскоре от голода. Потому что выкосили бы все, что можно. Возможно, устроили бы экологическую катастрофу, как на острове Пасха. Там было нечто такое, что, ну, судя по исследованиям историков, население росло, мореплаванием они как таковым не владели, ну, рыбу ловили, но доплыть куда-то до материка, чтобы туда массово переселяться, нет. Они распахали все, что можно. Незнание, собственно, современных способов почвоведения и так далее привело к тому, что пошла эрозия почвы, почва смыла в море, остров стал перенаселенным и без того, что где что-то выращивать, без плодородной земли. То есть такой вот местный апокалипсис. Они поэтому и строили вот эти вот огромные фигуры, смотрящие в море, чтобы какое-то божество им помогло. Но не помогло. Когда их нашли, там были только остатки той цивилизации. То есть у них не было саморегуляции какой-то рождаемости, как в Полинезии. И вот у них получилось вот такое. Вот. Я не говорю, что именно к этому же стремиться, я просто описываю, как бытие определяет сознание. В приложении к обычным, скажем так, нашей ситуации, обычно то, что называют среднестатистическим там трудящимся человеком, он достаточно противопоставляет себя злобным капиталистам. Я буду везде достаточно так немножко утрировать, так понятнее. То есть с точки зрения биологии он рассматривает мир, в котором он живет, это как бактерия рассматривает питательную среду в чашке Петри. Для нее это место, где он работает, это не собственность его владельца, это не часть государства, не часть чего-то. Это просто место, где он получает средства к существованию, питательные вещества. Он не заморачивается политикой, глубоко социологией. Есть его семья, есть его друзья, а все остальное — это то, откуда они добывают средства к существованию. И стараться не просто к выживанию, а жить хорошо. Как говорится, красиво жить не запретишь. Запретить можно, но все равно будут пытаться.
То есть это можно рассматривать как одноклеточные организмы, либо небольшие их группировки какие-то там. С другой стороны, если рассматривать крупные корпорации, у них отношение совершенно иное. Это уже крупный многоклеточный организм, а в общем-то необходимость в многоклеточности, когда возникла, то тогда же появилось уже, развилось такое явление, как апоптоз. Точнее, неправильно его назвал. Да, апоптоз. Вот. Это регулируемый процесс программируемой клеточной гибели. То есть периодически крупному организму нужно, чтобы какие-то его клетки исчезли для того, чтобы дать дорогу новым. Повреждены они, там, синяк вы получили, мутантная клетка, инфицированная клетка, мутантная начинается там в раковое преобразовываться, что-то еще. Ему нужно иметь возможность эти клетки уничтожать, чтобы жил весь организм. С точки зрения нашего социума, это большой корпорации, в общем-то, мягко скажем, пофигу судьба отдельной клетки. При необходимости она удаляется, увольняется. Если слишком активная, в негативном смысле, сажается в тюрьму, но она удаляется из организма. Вроде как тоже понятно. Но тут, понимаете, у каждого своя правда. Вот что это и есть моральный релятивизм. Но с точки зрения еще более глобальной, какая-то корпорация не является каким-то абсолютным добром, которое стремится к выживанию, и поэтому ей дан зеленый свет, делай, что хочешь. Она тоже, в общем-то, один из многих организмов, который существует в гораздо большем социуме. И периодически возникает на более высокой стадии необходимость в апоптозе уже целой корпорации. То есть она либо слишком разослась, ее делят монопольными законами, либо полезла в какое-то то, что считается в данной стране криминалом, а вот в другой может там, где она находится, и не считаться. То есть тогда и убивают те отростки, которые находятся в тех странах, где она находится в конфликте. То есть ситуация такая весьма сложная, запутанная, неоднозначная. Сказать, что здесь есть кто-то абсолютно белый и пушистый, кто-то совершенно черный и склизкий, нет. Вот, говорю, это как раз есть тот самый моральный релятивизм, что у каждого своя точка зрения, и их нельзя как-то привести к общему знаменателю. Они могут быть противоположны, и у каждого, как говорится, своя правда. Методы борьбы на каждом уровне, они, естественно, отличаются. Если крупная корпорация может задавить личность просто ресурсами, э, причем возможно использовать ресурсы государства, полицию, там еще что-нибудь. Государство также может задавить корпорацию. Она такая большая, на виду, и при необходимости, хотя сложнее, чем отдельного человека, но ее можно. Но желательно перед этим его, конечно, публично объявить каким-то источником зла, потому что тут еще появляется такой момент, как выборный характер многих руководящих должностей. То есть тебе нужно не только грохнуть корпорацию, но при этом еще осталось белым пушистым, а желательно еще более белым пушистым, чем до этого. То есть сначала объявить, что она источник зла, потом ее грохнуть. То же самое у корпорации с отдельным человеком. Если это не криминалитет явный, то ну, просто мешает корпорации. Желательно сначала какими-то путями сделать его всеобще порицаемым, либо каким-то образом подставить его, чтобы он стал явным криминалитетом, и грохнуть его уже стандартными способами. Устроить ему такой апоптоз. Низа, естественно, так работать не могут. Когда у вас нет ресурсов, тут может работать только тактика ниндзя. То есть вы должны уничтожить противника до того, как он осознал, что на него вообще совершено нападение. Потому что в действительности ниндзя — это такие были, ну, я беру сейчас легендариум, а не реальность, потому что я не настолько исторический знаток. Ну, они занимаются чем? Они могут напасть на гораздо более сильного воина, у которого куча телохранителей, убить его и исчезнуть. Тут главное — сделать быстро и тихо, и второе — не оставить концов, кто, собственно, заказчик. Или ты сам, или там к тебе заказали, потому что если вычислят кто, то уже навалятся всей мощью, гарантированно задавят. Исчезнет сам смысл, ради чего делали. То же самое было, ну, вот у нас, можно сказать, в 90-х годах, ну, всегда было, ну, там просто было ярко выражено. Появилась куча новых криминальных товарищей при деньгах. То есть, если на тебя наехал какой-то такой вот криминальный товарищ, обратил внимание, скажем, сладострастно на твою жену либо дочку, либо еще, у тебя не было шансов с ним бороться напрямую, вот вообще никаких. Тебя задавят, раздавят и размажут. Была возможность только договориться с друзьями, где-то тихо его как-то умудриться грохнуть, причем не обязательно его одного, может, там в дом закидать горящими бутылками с коктейлем Молотова или в гараже его там тихо придушить. Но главное так, чтобы не узнали кто.
То есть ты уничтожаешь источник, собственно, опасности, но при этом важно не засветиться. То же самое происходит и при борьбе низов, скажем так, трудовых с верхами. Он не может регулярно бить открыто морду начальнику, потому что тот не прав. Ну, с первого мордобоя его заберут куда-нибудь. Он может только тихо его где-то встретить и огреть кирпичом возле подъезда, так, чтобы не поняли, кто это был. Если человек, к тому же, достал очень многих, то тут пойдет в разные стороны розыск, не факт, что найдут. Либо не делать самому, а поощрить кого-то. Причем часто это поощрение происходит не прямыми путями, а косвенными. То есть у вас есть коллектив, у вас есть какая-то там, возможно, даже своя шабашка, вы зарабатываете, все нормально. И тут, к примеру, сын начальника решил взять бразды в свои руки и все тут коренным образом поменять. Э, Тогда бывает совершенно неосознанно, без предварительного сговора, выбирается какой-то один товарищ, ему начинают рассказывать, что скоро лафа закончится, нас тут все того, с денег снимут, а он только вот молодой приехал, и бурная у него жизнь, потому что деньги появились. Ему начинают дарить подарки, ну так, знаете, подарить мотоцикл хороший, броник и дробовик. Вот. И считайте, что вы уже направили его на правильный путь. Он без предварительного сговора сделает то, что надо. С большой вероятностью, по крайней мере. Это даже в каких-то детективах описано такой метод поощрения. Находите активиста, который и так хочет сделать то, что вам нужно, подпитать его деньгами, и дальше он сделает то, что вам нужно. А если денег много, то можно подпитывать несколько активистов, чтобы как бы увеличить вероятность срабатывания. Причем, чем более прозрачный и жестокий мир, тем вот эти движения становятся все более профессиональными, точечными. Здесь, как у Гарри Гаррисона было в произведении «Крыса из нержавеющей стали», где под крысой подразумевался один авантюрист галактического масштаба. А там приводилось сравнение, что когда мир весь состоит из железа и бетона, то обычная крыса выжить не может. Может выжить только крыса из нержавеющей стали. И, кстати, почему именно крыса? Это тот же Гарри Гаррисон, его фраза, что он был на Второй мировой, по-моему, инструктором по стрельбе. И он сравнил вот почему не человек из настоящей стали. Просто, говорит, я когда попал на войну и многое увидел, все эти жестокости, я понял, что, в общем-то, человек и крыса ничем не отличаются. С одним и тем же, при наличии власти над ним, можно сделать все то же самое. Так же размазать как угодно. Ну, наверное, в детстве он присутствовал, сам участвовал, как ловили крыс, их убивали различными способами. Вот то же самое можно сделать и с человеком, потому если у вас есть власть. Поэтому такое вот у него сравнение. Так вот, в современном мире из бетона и стали, который становится все более прозрачным, более жестким, с одной стороны, это необходимость для того, чтобы сохранить мир в том виде, в котором он есть. То есть, с одной стороны, появляются криптокошельки, потому что народ хочет какой-то непрозрачности. С другой стороны, их тут же пытаются вскрыть государство, потому что они подозревают, что тут же будет таким образом финансироваться терроризм. Естественно, что все недовольные будут этими криптокошельками пользоваться, чтобы их никто не засек. То есть такая вечная борьба снаряда и брони. Усиливаем броню, увеличивается мощность снаряда и так далее. То есть это постоянно. Но в результате происходит та же, в общем-то, штуковина, что была и есть с микроорганизмами и антибиотиками. То есть пока антибиотики были где-то в больницах и применяли редко, они глушили всех микробов, люди выздоравливали. Антибиотики пустили в продажу свободную, начали применять все, причем многие применяют неправильно, недоприняв курс, ну там масса всяких нюансов. В результате чего остаются только те бактерии, которые уже толерантны к этим антибиотикам, так называемые суперинфекции. Так и здесь получается, что в результате более жесткого мира и более жесткой работы средств национальной безопасности, милиции, ну, всех органов, которые бдят, те террористы, вообще любые инакомыслящие становятся успешными только в том случае, когда соблюдают столько всяких правил и норм безопасности и обладают такими навыками, которые раньше были в принципе не нужны. То есть это уже можно назвать воспитанная антибиотиками новая суперинфекция. Хотя, опять же, с точки зрения тех низов, которых сверху называют суперинфекцией и террористами, снизу они называют себя борцы за права. И когда мы это, что ж вы такими жестокими мерами боретесь там? Они говорят, а какие в данном случае возможны другие?
Выйти на площадь и махать плакатом глупо, не поможет. Вот делаем то, что может. Вы сами так забаррикадировались, вы сами поставили такие стены защиты, что пробить их можно только таким снарядом, который не просто стены пробьет, а вокруг еще кучу левых разрушений причинит. То есть вот такая вот сильная защита, поэтому такие сильные снаряды. Точно так же общество отторгает вообще все новое, непривычное, неудобное, в низах, в верхах, везде все немножко разное, но, в общем-то, отвергается. Но нужно понимать, что новое редко когда возникает эволюционно. Вот неожиданно вся нация созрела, поумнела. Да нет, никогда такого не будет. Обычно все такие изобретения и новшества происходят локально, распространяются, а потом даже к неудовольствию очень многих. Ну, ярчайший пример — это ткацкий станок, и связанное с ним, ну, дал начало промышленной революции. То есть в тот период, когда его не было, ткач — это была высокооплачиваемая, почетная мужская профессия. На этом зарабатывали целые регионы. Ткани были дорогие. На этом заработали целые семьи. Глава семьи был ткачом, у него были основные деньги в руках. И тут появляется станок, на который можно поставить работать, в общем-то, ребенка даже. Пускай он там не делает каких-то таких супер переплетений, пока в начале своей истории эти станки не делали тканей, делают даже просто простые самые ткани, но они их делают дешево и очень много. И для целых регионов мир рухнул. То есть вся их традиционная способ зарабатывания денег оказался больше не нужен, и поскольку джин вырвался из бутылки, не нужен будет никогда в том виде, в котором он был. И, естественно, начались целые войны, погромы, не только станков, много чего. Оттуда появились понятия луддитства, от, не помню, как его звали, но фамилия Лут, который там со товарищами крушил станки. Саботаж — это когда саботируют работу, ну, вот слово оттуда. Голландские туфли сабо, вот эти деревянные такие. Народ приходил на работу, блокировал рабочие места и стучал туфлями по полу. Они деревянные, хорошо стучат. То есть блокировка работы — прийти, но не работать. Вот это называлось саботаж. Вот. Потом, понятно, термин развился, но исходит оттуда. То есть, нового не любят. Но новое возникает, как я сказал, точечно. А при нынешнем мире, точечно может возникнуть самые интересные вещи, потому что, существуют такие направления, как, биохакерство, кроме электронного хакерства. Есть стартапы, разрабатывающие самые неожиданные вещи. Причем, я, как всю жизнь работавший с экспериментальным оборудованием и опытно-конструкторскими работами научно-исследовательскими, понимаю, что вы вполне можете начать сочинять что-то одно, пытаться изобрести для того, чтобы денег заработать. Но по ходу может выстрелить такое, что вы и не ожидали. То есть на порядок сложности выше там э, того, что вы планировали, в общем-то, что-то на уровне даже открытия. Возможно, вы сами не будете понимать это открытие, что вы сделали, но вы будете понимать, что штуковина выполняет функции, которых вы сами не ожидали, и она гораздо выше по классу, чем то, что вы хотели получить. Я не знаю, что это даже может быть. Тут как раз предсказывать практически нереально, но тут любой такой выстрел может оказаться решающим для мира, для его следующего изменения. Ну, как пример, вот сейчас изобретают квантовые компьютеры, точнее, как их бы как бы изобрели, но довести их до ума, вот, они сейчас, на мой взгляд, на уровне ламповых компьютеров 20 века. Вот квантовые компьютеры, начало пути. Нет, собственно, для них базы удобной, как лампы были, а как процессоров, полупроводников еще не было. Вот просто их не было. И поэтому лампы миниатюризовать не удавалось, как так и хотелось. Ждали, полупроводники появились, вот дождались, тогда пошло. А вот сейчас так квантовыми компьютерами. Если сейчас какой-то стартап выдаст какую-то среду, которая будет позволять квантовые вычисления, и вдруг эта среда еще окажется не требующая охлаждения, то есть не криогенная, легко воспроизводимая, но вообще удобное в производстве на небольших производствах даже. Что квантовый компьютинг хлынет в массы, это не будет внутри одной корпорации, внутри одного государства, совершенно секретно, доступ по пропускам и так далее, а вот поползет. Мир изменится радикально, потому что то, что раньше не могли просчитать, сейчас просчитают, в том числе биологические изменения и новые организмы с новыми генными свойствами, все это скажется доступно для просчета. Я этот процесс называю эвенжерия, эволюционная инженерия. То есть, когда что-то пытаются, в общем-то,
создать эволюционно, но потом происходит эффект, вот у меня даже произведение было «Белая дыра Авенджарии». То есть черная дыра, от которой все поглощает, а белая — это откуда поглощенное выплескивается. Так вот, в процессе эволюционного развития периодически возникают точечные революции, откуда выплескивается нечто новое, которое меняет всю картину, и дальше все идет уже непредсказуемо, скажем так, как нельзя было предсказать до того, как революция произошла. Такие скачки невозможно просто предсказывать, куда они вывезут. Отсюда переходим к развитию общества вообще. Кто-то стремится просто к шашлыку и теплому семейному уюту, кто к чему, но, в общем-то, движение куда-то вперед есть. Вот, и есть те, которым интересно двигаться вперед просто в силу своего характера, они, собственно, и определяют прогресс. Есть такое движение, понятие трансгуманизм. Общественный строй, политическая позиция, философская концепция, продвигающая использование достижений науки и технологии для улучшения умственных и физических способностей человека с целью устранения тех аспектов человеческого существования, которые трансгуманисты считают нежелательными. Страдания, болезни, старение, смерти. Трансгуманисты изучают возможности и последствия применения таких технологий, опасности и преимущества их использования, рассматривая в том числе идею конвергенции биологических, инновационных, познавательных и нанотехнологий. В общем, развиваемся. Течения в трансгуманизме есть самые разные. Там кто-то стремится к гедонизму, то есть как стать таким Элоем, но независим от Морлока. Кто читал Гарбалта Уэллса «Машину времени» поймет. Кого куда. Лично я в то движение отношусь к тем трансгуманистам, которые не считают, что можно вот на данный момент каким-то образом трансформировать себя в сверхчеловека. Нет, никоим образом. Просто не дошло до этого еще, в принципе. Но можно двигаться в том направлении, чтобы это исследовалось. Как говорится, мы не боги, но дети наших детей ими станут. Есть даже этот анекдот, что когда верующего атеиста-трансгуманиста спрашивают, есть ли Бог, верующий, естественно, говорит, ну, естественно, есть. Атеист говорит, естественно, нет. А трансгуманист отвечает, пока что нет. Но дети наших детей могут ими стать. Ну, понятно, здесь имеется в виду образно дети наших детей, не конкретно внуки, а потомки. Здесь получается, сразу возникает масса аспектов. Периодически меня спрашивают, а что будет считаться, что создали действительно нечто новое? Ведь там, если добавили чуть слуха, чуть зрения, чуть обоняния улучшили, это как бы мелкие продвижения. Здесь я могу выразить только свою точку зрения и своих знакомых, с кем регулярно по этому поводу общаюсь. Нечто новое должно обладать как минимум двумя факторами, когда мы можем сказать, что создали новое существо. Первое. Оно должно иметь преимущество в выживании, вот по комплексу факторов. Выживание не локально, вот просто здесь и сейчас, а дальше хоть трава не расти, там тогда можно сказать, что замечательное для выживания — это пожар, он всех сожжет, один останется. Ну, потом выгорит, и гореть нечему. Или там какие-то существа микро, которые всех сожрут, и, в общем-то, будут дальше жить, поживать и добра наживать, но не развиваться, не эволюционировать. Ну, тогда придет кто-то еще и их уже вытравит. Нет, то есть подразумевается, что то есть как бы лучше выживает, лучше навыки, лучше там умственные способности, что-то еще. Ну, короче, сумма по выживанию лучше. Здесь я не буду весь этот комплекс приводить. Имеется вот просто лучшая выживаемость. И второе, что это действительно новое, а не улучшение старого. Сами стремления этого существа, то, что получится, будут непонятны для нас. То есть это не просто наши дети, у которых какие-то непонятные увлечения, а создали как бы революцией пороговым переходом некое новое существо на основе нашей, пускай, ДНК, хотя не обязательно, которое нам уже непонятно, но, в общем-то, по основным принципам как-то совпадает. То есть он не стремится грохнуть всех и сразу, хотя все бывает по-разному. Есть, допустим, Азимова произведение «Сверхправители», где описано, как это происходит более драматично. Вот. Тут же возникает, уже такое, тоже ушли в футурологию, вопрос о передаче информации. Что значит дети наших детей? Это обязаны наши быть генетические потомки? Вовсе не обязаны. Во-первых, может быть, вне генетическая передача информации, может, мы там на электронные носители перейдем, я не знаю. Я не предсказываю, тут невозможно предсказать. Либо перейдем на иную биологию,
и будем вписывать не ДНК, а содержание моего мозга туда каким-то образом перебрасывать. Вот. Либо, ну, насчет вообще не биологической передачи, ведь может, скажем так, какой-то писатель считать своих учеников своими духовными детьми. Они могут от него получить больше, не обязательно писатель, проповедник кто-то, они могут от него получить больше в смысле разума, чем от родителей. Родители дали физиологический подъем, читать, писать научили, все, а дальше он вклеился в какую-то философию и проникся ей. Так он, если брать с точки зрения разума, больше ребенок к тому, чьей философией проникся, чем тут от кого родился. То есть не генетическая передача информации, тоже нужно учитывать. Вот. И вот такой вот получается клубочек от низу с моральным релятивизмом, с трудящимися, борющимися за свои права, с корпорациями, которые их отторгают, как те, кто борется вполне по естественным причинам, как дефектные клетки, а те стремятся в ответ что-то там сделать, чтобы победить на своем уровне. Не выходя наверх, они не хотят становиться корпорацией, они хотят внизу себя нормально чувствовать. Корпорации относятся в той же точке зрения либо позе по отношению к более крупным корпорациям либо государству. Их тоже могут апоптоз устроить им. Вот. Дальше все это на фоне развития непрерывного технологического, биотехнологического в комплексе, в общем, где вполне возможны точечные революции, которые могут сменить все, как в свое время ткацкий станок породил промышленную революцию. Вот. И дальше сразу возникает вопрос камо грядеши, то есть куда мы, собственно, идем. Здесь уже мы упираемся в пределы нашего вообще понимания и трансгуманизм как движение в этом направлении. Было бы очень интересно, если бы кто-то захотел это дело обсудить, возможно, устроить там стрим по видео, либо просто записать видео, а потом взаимно им поперекидываться, отрихтовать, кому что не нравится, я потом выложу. Ну, тема для беседы интересная. Со своими коллегами я уже, в общем-то, это многократно обсуждал в разных вариантах еще со студенческих времен. То есть с момента поступления, наверное, а то еще в школе. Поступал я в 89 году, 1900. То есть среди нашего коллектива тема уже многократно изъезженная. Интересно пообщаться с кем-то бы еще со стороны, не из своего круга общения. Вот, большое спасибо всем, кто слушал. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и побольше. И до свидания. Каждая задача имеет как минимум одно простое, наглядное, лежащее на поверхности, неправильное решение. Вопросов всегда больше, чем ответов.